Ну что ж, шалом, уважаемые зрители. Я вчера позвонил своему другу, он работает в Израиле, в школе, преподает, и спросил, что вы там преподаете, какие задачи решаете. Ну вот он предложил эту задачку, говорит, на прошлой неделе давал на контрольный 8 классу. Это 8 класс. Ну вот оцените эту задачку. Дан прямоугольник АБЦД с диагональю 40 и построена окружность, центр которой лежит на стороне АД и которая проходит через вершины Б и Д. Оказалось, что длина отрезка КС равна 18, ну и требуется найти радиус этой окружности. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу, а я постараюсь обойтись без теоремы о касательной и секущей, которую, возможно, они еще не проходили. Обычно это конец 8 класса. Ну, давайте попробуем обойтись только теоремой Пифагора. Итак, посмотрите, что я сделаю. Я проведу из этой точки К, которую я обозначал раньше, не буду ее даже писать, перпендикуляр. Ну, вот получу прямоугольничек, и тогда противоположные стороны равны по 18, это 18. О, вот это все радиус, верно? Это радиус. Вот этот радиус мы и должны найти. Сколько будет длина вот этого отрезка, а? R минус 18. Ну, никто не будет спорить. R минус 18. А вот этого тоже R минус 18. А почему это? Ну, вот если провести у нас из центра перпендикуляр к хорде, то есть такая теоремка, что этот перпендикуляр разделит эту хорду пополам. Ну и у нас получится два прямоугольничка слева-справа. И получится, что поскольку правый отрезочек R минус 18, то и левый R минус 18. Это все понятно, поэтому я это уберу. А дальше главный генеральный ход решения. Посмотрите, я проведу вот так. Что это такое? Верно, это радиус. Это радиус. И тогда я рассмотрю два прямоугольных треугольника. Вот этот узенький такой. И вот этот длинненький такой. Чем хороши эти треугольнички, а? Да потому что у них общий катет, АБ. АБ общий катет. Тогда можно записать, что из малого треугольника АБ в квадрате будет равно БО в квадрате минус АО в квадрате. Букву О, конечно, я не пишу, но могу и написать. Вот так. О. Ну, я запишу сразу R в квадрате минус R минус 18 в квадрате. И с другой стороны, из большого треугольничка я получаю АБ в квадрате равно 40 в квадрате минус АД в квадрате. А сколько будет АД? R плюс R минус 18. Это будет 2R минус 18. Минус 2R минус 18 в квадрате. Ну, это одно и то же АБ, поэтому можно записать, что 40 в квадрате минус 2R минус 18 в квадрате равно R в квадрате минус R минус 18 в квадрате. Я получил квадратное уравнение относительно R, и задачу я точно решу. Ну что ж, давайте возводить. Ну вот будет 1600 минус 4R в квадрате минус плюс 72R и минус 18 в квадрате. Ну ладно. Равно R в квадрате минус R в квадрате минус плюс 36R и минус 18 в квадрате, что очень для нас приятно. Мы сразу это уничтожим, и это уничтожим. Мы это любим. Что получается? Ну, давайте вправо перенесу. Получится 4R в квадрате. Дальше минус получится у меня 36R. 36R. И 1600, да, с минусом 1600 равно нулю. Привожу это уравнение, у меня получается уравнение такого вида. R в квадрате минус 9R минус 400. Ну, дискриминант будет большой, попробуй виетом. Это 20 на 20, да? 20 на 20 или 4 на 5, 4 на 5. И замечаю, что 4 у 4 16, 5 у 5 25, а перепад между 25 и 16 как раз 9. Где тут минус поставить? Вот здесь, да? Получается минус 36, 9 у 4,
А почему 9,4? 16. Минус 16, прошу прощения. Это, видите, жирный шрифт, похоже на девяточку, да, 4 в 4. Минус 16 и 25. Верно, верно. Все, произведение равно минус 400, сумма 9, то есть второй с противоположным. Наш корень 25. Ну и задача, собственно говоря, решена. R равно 25. Вот. А R второе у нас меньше нуля. Нам не годится ответ 25. Напишите, кто именно так решал и что вы знаете про преподавание математики в школах Израиля. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.